В течение следующих нескольких минут я хочу, чтобы вы сделали то, чего вы, возможно, не делали уже долгое время. Отпустить, просто отпустите шум, страх и тревогу, которые сжимают ваше сердце. Отпустите счета, которые, кажется, множатся, боль, которую никто не замечает, тяжесть, которая давит на вашу грудь каждое утро. Когда вы просыпаетесь, просто отпустите, потому что в вашей жизни вот-вот откроется нечто божественное, то, чего вы ждали, о чем молились, возможно, даже сомневались в его наступлении. Но прежде чем вы сможете принять это, вы должны раскрыть свои руки. Бог не может наполнить сжатый кулак. Поэтому прямо сейчас отпустите все, за что вы так крепко держались. Отпустите и освободите место для чуда, которое ждал вас. Я знаю, о чем вы думаете. Легко сказать «отпусти», когда не нужно сталкиваться с болью, неизвестностью, пустым банковским счетом, разрушенными отношениями. Но послушай, Бог привел тебя сюда не просто так. В этом моменте нет ничего случайного. Ты не случайно нажал на это видео. Ты стоишь на пороге божественное преобразование, и прежде чем это сообщение закончится, вы почувствуете, что внутри вас что-то шевельнулось, мир, которого вам не хватало, вероятно, что вы думали, что потеряли, и обещаться тебе все еще суждено изобилие. Но ты должен остаться со мной до конца, потому что то, что начинается как капитуляция, закончится как победа. Перестаньте пытаться все исправить самостоятельно. Вы слишком долго несли это бремя, не так ли? Вы говорили себе: если я буду больше работать, больше молиться, возможно, у меня получится. Но что, если я скажу вам, ключ, чтобы разблокировать ваш урожай, не в том, чтобы больше делать, а в том, чтобы больше доверять? Что, если дверь, что приводит к вашему богатству, твое выздоровление, твой мир, ждал, когда вы перестанете давить и начнете верить? Это не призыв к побегу, это призыв к откровению. Бог не просит тебя сдаться. Он просит тебя передать то, что никогда не предназначалось для тебя в одиночку. Теперь вы находитесь в Доме Божьем. Итак, вдохните. Почувствуйте тяжесть на своих плечах. Почувствуйте истощение в своей душе. А теперь представьте, как она покидает ваше тело, поднятое невидимыми руками, святой, нежной, сильной. Это не фантазия, это начало твоего восстановления. Дух Божий движется прямо сейчас, через ваш экран, через ваше сердце. Это беспокойство, которое вы чувствуете. Это не страх, это начало преображения. Дочитайте это послание до конца, потому что прежде чем оно закончится, что-то внутри вас изменится. Вы увидите, что ваша боль имеет цель, что ваши бедности готовил ваше наследование, и что ваша потеря была почвой, где ваш урожай росло незаметно. Видишь ли, благословение, то, что Бог собирается высвободить, это нечто необычное. Это не просто деньги. Это не просто успех. Это избыток, который начинается в вашем духе, проникает во все сферы вашей жизни, в вашу семью, ваше здоровье, ваши финансы, вашу судьбу. Но это благословение заперто за дверью, которую может открыть только один твой ключ. Можно открыть, сдаться, просто отпустите. В тот момент, когда вы это сделаете, вы почувствуете, как происходит божественный обмен, ваш страх перед Яговера, твоя нехватка Его-богатства, твои слезы по нему радость. Не отворачивайтесь. Не останавливайтесь. Это не очередное мотивационное видео, это момент завета. Есть секрет в том, что я собираюсь открыть, есть нечто тайное, что поймут лишь те, кто останется до конца. Потому что прорыв, который Бог посылает вам, предназначен не для всех, он для тех, кто осмеливается верить, даже когда кажется, что все потеряно. Если вы уйдете сейчас, вы упустите момент, когда дверь открывается. Оставайтесь. Смотрите до конца. Пусть ваше сердце оставайтесь открытыми. Вы скоро станете свидетелями перемен, о которых молились поколения до вас.
Итак, еще раз, отпустить. Отпустите контроль, страх и сомнения. Отпустите историю, которая говорит, что вы недостаточны, что вас забыли, что ваше чудо прошло мимо вас. Правда в том, что ваше чудо кружил по вашей жизни, ожидая сигнала к вашей капитуляции. И сегодня, пока вы остаетесь, пока вы слушаете, пока вы открываете свое сердце, этот сигнал посылается. Небеса направляются к вам. Дверь скоро открытия. Но прежде чем это произойдет, вам нужно услышать еще кое-что. А теперь слушайте внимательно, потому что то, что я сейчас скажу, не для всех. Это не общее слово. Это для тебя, когда вы, те, кто смотрит прямо сейчас, чувствуете, что все перепробовали, что ничего не меняется, что небеса молчат. Вы не случайно наткнулись на этот момент. Вы были здесь. Бог увидел ваше сердце, ваши слезы, ваши бессонные ночи и прошептал: «Этот готов». Это послание несет ваше имя, твой обещать, твой чудо. Это не для того, кто насмехается или сомневается. Это для того, кто держится за нить веры, все еще веря, что в жизни должно быть что-то большее, чем боль, долги и разочарования. И я здесь, чтобы сказать вам это так. Это случится. Ты меня слышишь? Это валя произойдет. Благословение то, чего вы ждали, уже в пути. Дверь то, что казалось запечатанным, вот-вот откроется не твоей силой, а по божественному повелению. Ты молился так долго, что порой даже переставал верить в свои молитвы. Но Бог никогда не переставал слушать. Он действовал в тишине, подготавливая твой рожай, формируя вашу судьбу, объединяя нужных людей, нужные возможности и время. И вот, в этот самый момент, что-то невидимое меняется в вашу пользу. Атмосфера вокруг вас наполнена избыток, и каждая задержка превращается в подставу для вашего чуда. Видишь ли, мир мог сказать тебе: ты слишком опоздал. Ты слишком стар. Ты упустил свой шанс. Но богообещание имеет срока действия. Его завет вечно. То, что он написал о вас, не может быть стерто ни неудачами, ни долгами, ни мнением других. И я хочу, чтобы вы верили в это всем своим существом. Это произойдет только продвижение, исцеление, восстановление богатства. Вы думали, что больше никогда не увидите? Это уже написано в вашем наследовании, а ключ, чтобы получить его, нужно не прилагать больше усилий, а стоять тверже в своих силах к вере. Потому что ваша вера – это мост между невидимым и видимым, между молитвой и проявлением, между ожиданием и благословением. Но мне нужно, чтобы ты сделал что-то смелое прямо сейчас, сделал шаг вперед к вере, если это слово находит отклик. В вашем сердце я хочу, чтобы вы нравится это видя. Не как формальность, а как акт согласия. Каждый щелчок – это заявление. Я принимаю это слово. Я верю этому обещанию. Потому что, когда вы переходите от слушания к действию, происходит нечто сакральное. Когда вы нажимаете эту кнопку, это не просто цифровой жест, это духовный сигнал. Он говорит небесам: «Я готов». Бог видит даже самые незначительные проявления послушания, и даже то, что кажется таким простым, может вызвать сверхъестественный отклик. Теперь позвольте мне обратиться к той части вас, которая все еще сомневается. Я знаю, вы уже слышали подобные сообщения. Вы надеялись, но разочарование было слишком сильным. Вы молились, но не видели перемен. Вы ничего не давали и не получали. И теперь ваше сердце шепчет: может быть, это не для меня. Но я здесь как посланник, и я вам говорю, это является для тебя. Это слово не переработано, а наличное. Этот обещать на нем есть твои отпечатки пальцев. Бог видел, как ты претерпел, как ты жертвовал, когда у тебя почти ничего не было, как ты улыбался,
когда твоя душа плакала, как ты поддерживал других, когда твое собственное сердце разрывалось. Думаешь, Он забудет это? Нет. Каждая жертва, каждая слеза, каждый шепот молитва была собрана, и теперь урожай выпускается. Ты прошел сквозь шторм, но не утонул. Тебя бросили в огонь, но ты не сгорел. Почему? Потому что Дух Бог оберегал тебя даже в тишине. Ты был защищен с определенной целью. Эта цель вот-вот исполнится. И когда это произойдет, ты оглянешься назад и поймешь, каждая задержка была божественной подготовкой. Каждое отвержение было перенаправление к вашему наследованию, каждая потеря освобождала место для избыток. Ты думал, что проигрываешь, но небеса инвестировали в твое возвращение. Прямо сейчас, в этот самый момент, сверхъестественное касается естественного. Что-то вырывается из вашей атмосферы. Для некоторых из вас Бог вот-вот высвободит финансовые средства, прорыв, долги аннулированы, неожиданно богатство, переводы, божественные связи, которые все меняют. Для других исцеление уже близко, болезни, которые озадачили врачей, вот-вот преклонятся перед имя Иисуса. Разрушенные отношения будут восстановлены, сердца будут склеены, семьи воссоединятся. Это происходит. Это произойдет. Потому что обещать никогда не было недействительным. Оно просто ждало, когда ваша вера достаточно окрепнет, чтобы принять его. И я знаю, некоторые из вас все еще говорят, но я этого не чувствую. Я этого не вижу. Слушайте внимательно. Вера – это не то, что вы чувствуете, а то, что вы знаете. Это доверие невидимому точка завет Бога над видимым хаосом жизни. Враг хочет убедить вас, что ваш период благословения прошло, но это ложь. Дверь не закрыта, оно заперто, и вы держите ключ. Этот ключ – ваша настойчивость, ваша вера, ваше нежелание сдаваться, когда кажется, что все потеряно. В тот момент, когда вы верите, действительно верите, замок поворачивается, и небеса избыток наполняет вашу жизнь. Есть секрет, чтобы получить полноту Божьего обетования – вы должны видеть себя избранным. Не сломленным, не забытым, а избранным. Вы не ошибка, блуждающая в хаосе, вы сосуд, несущий божественную силу к цели. Одинаковый Дух, что воскресил Иисуса из мертвых, вдыхает жизнь в вашу судьбу прямо сейчас. Думайте, может ли эта власть выйти из строя? Нет. Власть не может потерпеть неудачу. Он восстановит, отстроит заново, умножит. Бог не благословляет наполовину, Его благословение переполнение. Так что не упустите этот момент, как любой другой. Не просто наблюдайте, участвуйте. Напишите в комментариях: «Это произойдет со мной». Ведь когда вы произносите это, вы соотносите свои слова с небесной истиной. Вы создаете движение в духовном мире. Вы переходите от надежды к принятию. Помните, это не совпадение, это завет. Бог подтверждает что-то глубоко в твоем сердце прямо сейчас, даже если ты не можешь этого объяснить. Тепло, умиротворение, внезапное ощущение, что вот-вот произойдет что-то хорошее, это не эмоции. Это подтверждение. Вы ждали достаточно долго. Вы молились достаточно долго. Вы несли бремя, которое никогда не было вашим. И теперь Бог говорит: время пришло. Время для ваших проров, твой урожай, твой чудо. Но проявлению предшествует заявление, и это заявление таково: это произойдет, как говори это, пока это не проникнет в твои кости. Говори это, пока твои сомнения не отступят. Говори это, пока небеса не услышат это как реальность. Итак, еще раз ставьте лайк к этому видео, не мне, а обещать это принадлежит вам. Пусть это будет вашим актом веры.
Пусть это будет сигналом небесам о том, что вы готовы к избыток, то трансформация, то благословение это уже написано в твоем имени. Потому что тебя не забыли. Тебя выбрали. Тебя видят. И твое чудо не в пути, он уже приближается. Это для тебя. И это произойдет. Позвольте мне спросить вас кое-что. Сколько раз вы были судили, мечтаете о большем, чем ваши обстоятельства? Сколько раз вы делились своим видением, своим планом, своим верой, только чтобы быть осмеянным, подвергнутым сомнению или отвергнутым? Сколько людей смотрели вам в глаза и говорили: «Будьте реалистами», когда в глубине души вы знали, что Бог дал обещание, слишком большое, чтобы его игнорировать? Вы ведь чувствовали боль от непонимания, не так ли? Вы знаете, каково это — войти в комнату и почувствовать, что никто не верит в ваши обещания, в чудо, ни твоей семьи, ни твоих друзей, ни даже тех, кто должен был тебя поддержать. Они видели твои трудности, но не твои семя. Они видели ваши потери, но не ваш завет. И все же ты продолжал верить. Ты продолжал молиться. Ты продолжал двигаться, когда другие говорили тебе остановиться. Скажите, сколько раз вы возвращались домой, молча плача, после того, как кто-то сказал вам, что ваш сон был глупым? Сколько ночей вы лежали без сна, спрашивая себя: может быть, они были правы? Может быть, ваш сон вера был наивен, если, возможно, ваша судьба слишком далеко зашла? И все же что-то внутри тебя отказывалось умирать. Тихий голос продолжал шептать: «Продолжай». Этот голос не был гордостью, он был богнапоминая вам о Его обещать. Потому что то, что он вкладывает в ваше сердце, не может быть стираемо человеческими сомнениями. Теперь вот что вам нужно знать. Те же самые люди, которые смеялись, сплетничали, издевались, скоро будут место в первом ряду к вашему благословению. Они будут наблюдать, не в силах отрицать, как Бог начинает выливаться избыток над вашей жизнью. Они будут наблюдать, как открываются небесные шлюзы, и то, что когда-то было разрушено, становится весь, то, что когда-то было пустым, становится переполненной, то, что когда-то было стыдом, становится слава. И они не смогут объяснить. Они будут чесать затылки и шептать: «Как это случилось?» Но вы узнаете правду. Это не было везением, это была вера. Это не было случайностью, это был завет, это не было совпадением, это было урожаем многолетнего послушания и слез. Вы когда-нибудь замечали, как перед самым чудо? Почему моменты, когда люди перестают верить в тебя, это те же самые моменты, Бог начинает готовить тебя к возвышению? Не зря тебя изолировали. Не зря тебя отвергли. Точка отклонения — это было не наказание, а подготовка. Тебе нужно было отделиться от их голосов, чтобы услышать его. Потому что Бог собирается публично проявить себя через тебя. Твоя история не закончится позором. Она закончится оправданием. Тем, кто когда-то называл вас неудачником, придется стать свидетелями вашей трансформации. Итак, позвольте мне спросить вас еще раз, готовы ли вы к тому, что ваши враги будут наблюдать за тем, как вы накрываете на стол? Потому что Псалом 23 ясно говорит: «Ты приготовил мне трапезу в виду моих врагов». Это не поэтический образ, это пророчество. Это означает, что ваше благословение не будет скрыто. Ваше богатство, твое чудо, твоя услуга будет выставлена на всеобщее обозрение. Те же уста, которые говорили против вас, будут свидетельствовать о вашем урожае. Те же руки, которые оттолкнули тебя, будут хлопать, когда Бог поднимает тебя. И те же глаза, что наблюдали за твоими трудностями, вскоре станут свидетелями твоего подъема не тайно, а открыто. Помните, как они говорили: «Ты никогда не справишься». Помните эти ухмылки, шепоты, сомнения. Посмотрите,
как Бог превращает эти слова в топливо для вашей судьбы. Каждое оскорбление, каждое отвержение, каждый момент насмешки были записаны на небесах, и небеса не забывают. За каждую слезу есть возвращаться. На каждое унижение есть свои восстановления. За каждую потерю приходится урожай. И когда придет твое время, когда дверь открывается, даже вашим врагам придется преклониться перед тем, что Бог что сделала с тобой. Они не смогут этого отрицать. Они не смогут этого объяснить. Они смогут только наблюдать. Но давайте на мгновение взглянем правде в глаза. Разве не было тяжело ждать? Вы не задумывались, что все это, Вера, было напрасно? Ты смотрел на процветание других, пока сам барахтался в воде, чтобы выжить. Ты спрашивал: «Господи, почему они восстают, пока я еще здесь?» И в этом вопросе Бог шепчет: «Потому что, когда я подниму тебя, это не будет маленьким. Это не будет тихим. Это будет сверхъестественная точка. Когда Бог, Он благословляет тебя, Он делает это так, что никто не может присвоить себе это. Ни твой начальник, ни твои связи, ни твой талант. Только небеса. И когда это произойдет, вам даже не придется защищаться. Вам не придется напоминать людям, кто вы. Ваши результаты будут говорить сами за себя. Чудо станет вашей защитой. Ваша трансформация заставит замолчать сплетни. Те самые, которые когда-то сказали: «Где твой Бог?», придется сказать: «Воистину, Господь был с ними». Вы станете живым доказательством того, что вера все еще работает, что молитва все еще двигает горы, что Бог все еще хранит Его обещания. Позвольте мне раскрыться поглубже, сколько людей тайно надеялись на ваш провал. Не все враги громогласны. Некоторые улыбаются, ожидая вашего падения. Некоторые делают вид, что поддерживают вас, но радуются вашим неудачам. Но послушай меня ясно, их планы уже потерпели неудачу. Потому что нет оружия, способного противостоять вашему судьбоможет процветать. Дух Господь сам стоит на страже твоего намерения. Всякий язык, восстающий на тебя на суде, умолкнет. Все замыслы, замышляемые во тьме, обнаружатся на свету. Ибо Богне просто благословляет вас лично, Он оправдывает вас публично. Представьте себе, те же люди, которые когда-то говорили, что вы никогда не подниметесь, станут свидетелями вашего повышения. Те же, кто отвернулся, когда у вас ничего не было, постучаться, когда избыток переливается с вашего стола. И вам не придется мстить, ваше благословение будет говорить сам за себя. Это поэтическая справедливость в королевстве Бог, когда те, кто сомневался в тебе, в итоге начинают аплодировать тебе. Не потому, что ты доказал их неправоту, а потому, что Бог доказал свою правоту. Итак, я задам вам последний вопрос. Готовы ли вы к переменам? Готовы ли вы к сверхъестественный переломный момент, который заставит даже ваших критиков замереть в благоговении? Потому что время близко. Дверь то, что было закрыто, со скрипом открывается. Ключ то, что было скрыто, вот-вот изменится. И когда это произойдет, все изменится. Люди, которые когда-то говорили «им конец», скажут: «Смотрите, что сотворил Господь». Не позволяйте злобе укорениться. Не тратьте время на битвы, которые Бог уже победил. Просто оставайся, Вера, сохраните чистоту сердца и приготовьте свой стол. Потому что скоро, очень скоро, соберется ваша аудитория. И на этот раз вам не придется наблюдать за процветанием других. На этот раз ты будет тот, который сеет благословение, одетый в избыток, входящий обещать. У них не будет никаких объяснений, никаких оправданий, никаких отрицаний. Они будут только наблюдать, как Бог пишет твою победу на виду у всего мира. Так что помните, те, кто сомневался в вас,
найдут аудиторию, и ваше чудо будет их уроком. Ваш вера будет твоей защитой. Твой урожай будет вашим оправданием. И ваша трансформация будет неоспоримым. Вера не имеет смысла, она имеет чудеса. И чем раньше вы это поймете, тем раньше ваша жизнь начнет меняться. Логика этого мира не может постичь движение Бог. Человеческий разум требует доказательств прежде, чем веры, но дух движется в противоположном направлении. Вы должны поверить, прежде чем увидеть, как мир говорит: «Покажи мне, и я поверю». Но небеса говорят: «Верь, и я покажу тебе». Это тайный закон королевства, скрытый ритм благословений. Вера – это невидимая валюта, которая открывает видимый избыток. Это не имеет смысла, это делает чудеса. Видите ли, причина, по которой большинство людей никогда не заходят. Свои судьбы потому, что они все время ждут, пока все обретет смысл. Они хотят, чтобы цифры сложились, план был ясен, а путь прямым. Но Богне действует в рамках человеческого разума, он движется посредством откровения. И откровение часто приходит в смятение. То, что кажется потерей, на самом деле может быть настраивать для роста. То, что кажется отвержением, может быть божественным перенаправлением. Когда вы проходите мимо веры, вы вступаете в измерение, где логика заканчивается и чудеса начинать. Итак, позвольте мне спросить вас, готовы ли вы выглядеть глупо перед миром, чтобы выглядеть верным перед Богом? Готовы ли вы следовать, когда это бессмысленно, сеять, когда мало что осталось, хвалить, когда буря еще не утихла? Потому что именно здесь сверхъестественное прорывается. Вот где ваше благословение начинает проявляться. Когда вы выбираете послушание вместо гордости, вера над страхом, капитуляция над контролем, вот когда небеса движутся. Но позвольте мне предупредить вас, когда ваше чудо прибудет, это будет не ради тщеславия. Это не для того, чтобы что-то доказать или похвастаться. Богатства, избыток-то, что приходит к вам, это не награда за статус, это свидетельство завет. Когда Бог поднимает тебя, это не будет сделано для того, чтобы похвастаться, а будет сделано для того, чтобы показать Его славу. И вот почему не каждый может справиться с благословением. Некоторые жаждут короны, но отвергают крест. Некоторые хотят урожайно, отказываются сажатцами. Но ты был подготовлен по-другому. Твое благословение не развратит вас, потому что будет основано на смирении. Вы поймете, что дело было не в вашей силе, стратегии или интеллекте, а в милость Бога. Вот истина, которую понимают немногие. Иногда Бог задерживает чудо не для того, чтобы наказать тебя, а чтобы защитить тебя от самого себя. Потому что благословение получения до того, как ваш персонаж готов, становится обузой. Вы когда-нибудь задумывались, почему вам пришлось так долго ждать? Почему другие, казалось, получали быстрее? Это потому, что ваш звонок имеет вес. Вы не должны получать обычный избыток. Ваш будет сверхъестественное, переполненный, вечный. Но с таким видом наследования приходит ответственность. Тебе придется ходить по-другому, отдавать по-другому, жить по-другому. Вера не имеет смысла, она имеет чудеса. Вот почему, когда вы проявляете послушание, другие могут назвать вас безрассудным. Они не поймут, почему вы отдаете, когда вам тяжело, почему прощаете, когда вас обижают, почему продолжаете верить, когда логика подсказывает, что все кончено. Но вот чего они не видят, пока они полагаются на зрение, вы зависите от духа. Они строят на фактах, а вы строите на обещании. Когда нагрянет буря, а она нагрянет, их дома рухнут, а ваши устоят. Потому что ваши основания не на разуме, а на откровении. Есть священный секрет, что знают только верующие. Бог, Он никогда не призывает тебя к тому, что ты можешь понять. Он призывает тебя к тому, что ты не можешь отрицать. Дверь Он открывает,
не будет иметь смысла. Ключ он дает то, что кажется неподходящим. Но когда вы используете его, то, что было заперто, внезапно начинает поддаваться, и невозможное становится возможным. Вы будете стоять в благоговении, осознавая, что ничто в вашем возвышении не подчинялось человеческой логике, это было сверхъестественное от начала до конца. И все же, здесь есть моральное напряжение, не так ли? Потому что, когда благословение приходит, и гордыня пытается последовать за ней. Возникает искушение доказать неправоту сомневающихся, сказать «Видите? Я же говорил». Но мне нужно, чтобы вы поняли, Бог не благословляет тебя хвастаться, Он благословляет тебя строить. Твои чудо – это не трофей, это инструмент. Речь не о том, чтобы хвастаться, а о том, чтобы показать только вперед то, что ты получаешь, не для показухи, а по судьбе. Ты возносишься не для того, чтобы властвовать над другими, а для того, чтобы возвышать других. Вы когда-нибудь замечали, как Иисус выполнили величайшие чудеса тихо? Он исцелил и сказал «Никому не говори». Он умножил хлеб, а затем удалился в уединение. Это божественно точка смирения, власть под контролем. Вот что отличает истинного благословенный от просто счастливчиков. Вас не призывают выставлять на показ свои богатства, но и распространять его. Вас не призывают кричать о своих успехах, но использовать его как урожай щедрости. Ваше изобилие должно свидетельствовать о его благости, а не о вашем величии. А вот что мало кто осознает: вера – это не просто вера в невидимое, это ведение себя так, будто вы уже обладаете этим. Это хождение с ощущением исцеления еще до того, как симптомы исчезнут. Это восхваление, как будто урожай уже прибыл. Он говорит жизнь, когда смерть окружает тебя. Дух мир реагирует на позу, а не на панику. Когда вы действуете в соответствии с верой, небеса движутся в движение. Вот почему верание имеет смысла – это создает чувство. Оно перестраивает реальность, чтобы соответствовать и обещать. Сейчас что-то волнует, что-то, что вы не можете точно назвать, но вы это чувствуете. Это притяжение, трансформация мира вокруг вас может казаться неизменным, но внутри вы чувствуете, что что-то меняется. Вот что выделяет, он начинает чудо до того, как появится доказательство. Семя начинает прорастать под землей задолго до того, как прорастет. Вы его пока не видите, но оно живое. И вот где вы находитесь, в скрытой стадии вашего урожая. Но скоро, очень скоро корни вашего послушания прорастут сквозь почву ваших обстоятельств, и мир увидит то, во что вы всегда верили. Но прежде чем это произойдет, Бог проверяет ваши мотивы. Останетесь ли вы верны, если никто не аплодирует? Будете ли вы отдавать, даже когда вас не видят? Будете ли вы продолжать верить, когда не понимаете? Потому что, если ваша вера зависит от понимания, это не вера, а расчет. И вера не может сосуществовать с расчетом. Один ищет доказательств, другой верит в обещать. И так, вот моральная дилемма. Готовы ли вы быть непонятыми ради своих интересов, чудо? Готовы ли вы следовать в послушании, когда путь кажется иррациональным? Слушайте внимательно, люди, которые, испытывая убожественное изобилие, не самые одаренные и не самые совершенные. Они те, кто осмеливается верить, когда все говорит «нет». Они те, кто выбирает веру над комфортом, жертвы безопасность важнее, а послушание важнее мнения. И вот почему их благословение не имеет смысла, потому что вера не имеет смысла. Это делает чудеса. Итак, дитя мое, когда чудо начинает раскрываться, и это произойдет, запомните то, что я вам сейчас говорю. Вам не нужно будет ничего доказывать. Вам не нужно будет оправдываться. Просто зайдите, смирения, и пусть твоя жизнь говорит. Те,
кто насмехался над тобой, будут молча наблюдать, как Бог являет свою славу через вас. Но вы узнаете правду, дело было не в показухе. Дело было всегда в судьбе. Вера не имеет смысла, она имеет чудеса. И вскоре эта правда перестанет быть словами, которые вы слышите, она станет реальностью, которую вы проживете. Позвольте мне рассказать вам кое-что личное. Не из книги, не из проповеди, а из моей собственной жизни, из тайных моментов между мной и Бог. Годами я проповедовал о вере, о чудеса, о избыток, но глубоко внутри я все еще таил тихие страхи. Я говорил: я верю, но иногда в ночной тишине я спрашивал: «Господи, когда же наступит моя очередь?» Я молился за других и наблюдал за их благословения, пока я ждала своего, перед моими глазами разворачивались видения. Это была не ревность, а смятение. Я все время спрашивала, что мне еще нужно сделать. И однажды ночью, когда я была одна в молитве, Бог, Он говорил со мной ясно, не через гром, не через сны, а через тишину. Он сказал: «Придет и твоя очередь, но когда придет, ты не будешь об этом объявлять, ты будешь его защищать». Сначала я не понял. Зачем молчать о чудо? Почему бы не свидетельствовать, не кричать и не праздновать публично? Но Бог прошептал снова: «Потому что сила вашего свидетельства будет не в ваших словах, а в вашем молчании». Этот момент запомнился мне навсегда. Он научил меня, что эта правда. Вера не нуждается в доказательстве. Настоящее благословение не нуждается в публике. Избыток не нуждается в подтверждении. Он сказал: «Когда я подниму тебя, не говори. Позволь мне говорить через то, что я делаю в тебе». И тогда я понял, иногда тишина – самый громкий проповедь. И я буду с вами честен, сейчас происходит огромное благословение, вот-вот произойдет в моей жизни. То, о чем я молился годами, то, что я считал невозможным. Последние 12 месяцев я чувствовал, Божий, Он снова и снова подготавливал меня, формируя мое сердце, очищая мои мотивы, избавляя меня от каждой капли гордыни. И около 4 месяцев назад Он дал мне божественное наставление, которое я никогда не забуду. Он сказал: «Когда я дам тебе это, никому не говори. Не выкладывай в сеть. Не анонсируй. Не выпендривайся. Просто продолжай строить мое царство и позволь мне явить его самому». Это слово так сильно ударило меня, что я чуть не расплакалась. Потому что все в этом мире учит нас показывать, доказывать, выставлять на показ. Но Божье Царство – это другое. Он сказал: «Когда они это увидят, они увидят не выпендрежа, а движение моей руки. Вот что я хочу, чтобы вы поняли сегодня. Ваш чудо не предназначен для создания шума. Он предназначен для воздействия. Избыток это приходит в вашу жизнь не ради внимания, а ради трансформации. Когда Бог возвышает тебя, Ему не нужно твое заявление, Ему нужно твое послушание. Позвольте мне спросить вас кое о чем. Можете ли вы сохранять молчание, когда ваше чудо наконец-то это происходит? Ты можешь сдержаться, благословение в тишине, и позвольте вашей жизни говорить вместо вас? Потому что мир говорит нам, что молчание – это слабость, новый дух, молчание, сила. Вера не всегда кричит. Иногда он тихо ждет в тени, зная, что Божье время громче любого голоса. И когда придет назначенное время, позаботимся о том, чтобы все это увидели, и вам не придется говорить ни слова. Я чувствую, как это слово горит в моем сердце прямо сейчас. Кто-то, кто смотрит это, готовился к благословению, и вы чувствуете, что это близко. Вы можете почувствовать, дверь вот-вот откроется. Но Бог говорит тебе то же самое, что Он сказал мне: когда оно придет, не спеши его показывать. Позволь мне открыть его, потому что если вы защитите свои обещания, Он приумножит ее. Но если ты откроешь ее слишком рано, мир поймет ее неправильно. Есть вещи,
которые слишком священны, чтобы ими делиться. Некоторые победы нужно видеть, а не говорить. Мне нужно, чтобы ты услышал это своим сердцем. Тишина после чуда не пусто, оно свято. Это момент, когда шум мира затихает, и только Божьи слова остается. Когда Он благословит тебя, не спеши доказывать свою состоятельность тем, кто сомневался в тебе. Тебе это не понадобится, урожай будет неоспоримым. Те же, кто насмехался над вашим миром, будут наблюдать за твоим возвышением и знать, что это могли сделать только небеса. И тебе не придется ничего говорить. Они увидят, как небеса проходят через твою жизнь. Я помню следующую ночь. Бог, Он сказал мне эти слова. Я сидел молча, дрожа. Потому что впервые я осознал, что веродело не в шуме, а в знании. Когда вы действительно знаете, что Бог контролирует ситуацию, вы перестаете объявлять о своих планах, вы начинаете доверять Ему. Реальный секрет из благословения – это не крик о грядущем, а молчаливое приготовление к Нему. И это то, о чем Он просит и вас. Будьте спокойны. Оставайтесь верными. Продолжайте работать тихо. Ваш чудо не нуждается в представлении, он сам себя представит. А теперь я хочу пригласить вас сделать нечто важное. Я хочу, чтобы вы комментарий ниже не для того, чтобы объяснить свою историю, не для того, чтобы покрасоваться, а для того, чтобы провозгласить одну фразу «Я промолчу и позволю Богу говорить», потому что это твой поступок сегодня. Этот комментарий – ваше заявление о том, что вы доверяете Божьему, а не человеческое признание. Что вам не нужны аплодисменты, чтобы подтвердить свои судьбы. Вы верите, что ваше молчание станет вашим свидетельством. И, возможно, когда вы набираете эти слова, это покажется вам странным. Ведь человеческое сердце хочет, чтобы его увидели, чтобы его услышали. Но что-то происходит, когда вы подчиняете это желание Богу, Он превращает ваше смирение в силу. Он превращает вашу скрытность в честь. Он превращает ваше молчание в проповедь. Когда ты молчишь, небеса борются за тебя. Когда ты сопротивляешься желанию что-то доказать, Бог доказательство приводит Он сам. Я прожил эту истину, и она изменила все для меня. Я увидел, Бог, откройте двери, в которые я не стучался, отправьте обеспечение, я не просил, чтобы Он связал меня с людьми, которых я никогда не встречал, все потому, что я молчал и позволял Ему двигаться. И когда благословение пришел, было несомненно, что это не моя вина. Вот почему я говорю вам сегодня, не объявляйте о своих чудах. Защищайте его. Заботьтесь о нем. Пусть ваше послушание говорит само за себя. В мире, полном шума, ваше молчание станет вашим отличием. Самый громкий голос в вашем судьба не будет твоим, он будет Божий. Так что, когда благословение придет, и он запомнит этот обет. Храни молчание, оставайся верным и оставайся благодарным. Потому что твое молчание не будет пустотой, оно станет доказательством. Доказательством того, что небеса реальны. Доказательством того, что вера работает. Доказательство того, что чудо это не миф, это ваша реальность. Итак, прямо сейчас оставьте комментарий ниже. Я промолчу и позволю Богу говорить. Напишите это не как предложение, а как обет. Скрепите это своей убежденностью. Ведь когда вы это напишете, небеса это увидят. Ибо почтит его. Вам не нужно кричать, чтобы мир вас заметил. Вам достаточно прошептать, чтобы небеса пришли в движение. И когда это произойдет, та же тишина, которая когда-то казалась пустой, станет звуком вашего благословения. И, честно говоря, я чувствую, что это то, что Бог пытался сказать тебе все это время. Ты ждал чуда, но реальное чудо это уже происходило внутри тебя.
Ты молился о знаке, но сам стал этим знаком. Ты искал доказательства, но ты стал доказательство. Вот что Бог хотел все это время не просто благословить вас, но и сделать вас свидетельством того, что вера может сделать. Потому что истинное благословение не только в том, что вы получаете, но и в том, кем вы становитесь во время ожидания. Ты стал живое доказательство о том, что происходит, когда человек отказывается сдаваться, даже когда мир уходит. Когда ночи были тяжелыми, когда боль была слишком реальной, когда дверь оставался закрытым и ответы не приходили, ты оставался. Ты не убегал. Ты не ругался, Бог. Ты держался, даже когда твои руки дрожали. И в этот момент небеса заметили это. Ты думал, что выживаешь, но ты свидетельствовал. Потому что именно это происходит, когда ты держишься сквозь бурю. Именно это происходит, когда ты хвалишь сквозь слезы. Именно это происходит, когда твой сердцеперерывы новошвиранит. Ты становишься доказательством, что Бог является реальным. Подумайте об этом. Когда люди смотрели на вас, они видели борьбу, боль, нужду. Они думали, что с вами покончено. Но Бог писал историю. Пока другие видели поражение, Он видел себя. Каждый момент утраты стал частью твоего урожая. Каждая неотвеченная молитва стала почвой для вашего обещать. И теперь, когда они снова посмотрят на тебя, они увидят нечто иное, спокойную силу, тихий огонь, немеркнущий свет. Они спросят, как ты это сделал? И ты поймешь, это не удача, не сила воли. Это было Бог. Это была милость. Это был завет на работе в вашей жизни. Видишь ли, величайшее чудо не когда Бог дает вам вещи. Это происходит, когда Он превращает вас в того, кто может их нести. Каждый может получить благословение, но не каждый может им стать. Ты стал доказательством того, что вера не имеет смысла. Это имя чудесоты стало отражением того, каково это верить, даже когда вера причиняет боль. И это меняет все. Потому что теперь, когда другие теряют надежду, они будут помнить твою историю. Когда другие сомневаются, Бог все еще движется, они посмотрят на вас и скажут: «Да, Он движется». Помните ли вы моменты, когда вы стояли на коленях, молились сквозь слезы: «Проси Бог, почему я?» Именно в этот момент началось ваше свидетельство. Каждый раз, когда вы поклонялись Богу, пока тяжесть мира давила на вас, небеса это записывали. Каждый раз, когда вы выбирали прощение вместо горечи, послушание вместо бунта, мир вместо паники, вы собирали доказательства. Дух превращал твою боль в силу. И теперь эта сила благословит не только тебя, но и всех, кто это увидит. Потому что именно это и происходит, когда вера остается живым, несмотря на огонь. Вот что происходит, когда сердце отказывается закрываться, даже будучи сломанным. Вот что происходит, когда кто-то продолжает верить, не потому, что видит результаты, а потому, что знает Бог даже в тишине хорошо. Мир не понимает такоговера, но они не могут отрицать результаты. Вы не просто рассказываете им о чудеса, ты являются это чудо. И самое прекрасное, что твоя история еще даже не закончена. То, что грядет дальше, это не повторение утраченного, а замена, божественная и изобильная. Потому что, когда Бог восстанавливает, Он никогда не возвращает вам то же самое, Он дает вам больше. Именно к этому Он вас и готовит. Вы должны были стать доказательством, прежде чем Он смог высвободить и обещать. Он должен был сформировать ваш дух прежде, чем Он смог доставить вам наследование. Представьте себе этот момент. Ночь была темной, воздух тяжелым, сердце измучено. Вы не знали, сколько еще сможете продержаться. Но вместо того, чтобы сдаться, вы подняли руки и прошептали: «Господи, я все еще доверяю Тебе».
Именно в этот момент вот где чудеса рождаются. Не в комфорте, а в смирении. Не в уверенности, а в тихом решении продолжать верить. Ты даже не подозревал об этом, но ангелы стояли вокруг тебя, наблюдая, как ты выбираешь. Вера снова одолел страх. Небеса молча аплодировали. Ты стал живое доказательство, что когда душа отказывается сдаваться, Бог отказывается молчать. А теперь позвольте мне рассказать вам, что сейчас произойдет. Вы вступаете в сезон, когда ваша вера будет говорить громче ваших слов. Вам не придется никого убеждать в своей правоте. Благословений вам не нужно будет оправдывать свои чуда. Люди это увидят. Они это почувствуют. Они скажут: в тебе есть что-то особенное. И ты улыбнешься, потому что поймешь, это не что-то, это кто-то. Это Бог. Вот что происходит, когда не считаешь Бог. Вот что происходит, когда ты хвалишь сквозь боль. Вот что происходит, когда ты держишься, даже когда это кажется бессмысленным. Ожидание ломает тебя, а затем укрепляет. Огонь сжигает тебя, а затем очищает. Тишина испытывает тебя, а затем укрепляет. И когда все заканчивается, ты выходишь не сислава. Не высокомерие, не гордыня, а слава, безошибочный свет того, кто прошел через ад и нашел небеса в самом центре. Ты уже не тот, кем был до бури. Ты изменился. Ты вырос. Ты стал непоколебимым. Ты стал свидетель, что происходит, когда вера стоит твердо. И это именно то, что Бог хотел сделать свою жизнь посланием. Когда другие спрашивают, где Бог, вы сможете сказать: посмотрите на меня. Он прямо здесь. Не потому, что вы идеальны, а потому, что вы доказательство. Есть священная красота в пути. Бог использует обычных людей, чтобы показать Его власть. Он не выбирает безупречных, Он выбирает верных. Ему не нужны громкие голоса, Он использует разбитые сердца. Ему не нужны сильные, Он поднимает сдавшихся. Ты был избран не за то, что имеешь, а за то, что несешь верой, и через это вера Он сделал тебя сосудом избыток, живой, дышащий показания Его обещать. Вот что происходит, когда доверяешься, не видя. Вот что происходит, когда продолжаешь идти, когда тропа исчезает. Вот что происходит, когда продолжаешь сеять, даже когда урожая не видно. Ты становишься доказательством, что вера реальна, что молитва все еще работает, что Бог все еще двигает горы. И те же люди, которые когда-то сомневались в тебе, однажды придут к тебе и спросят, как ты это сделал. И ты скажешь: это не я. Это Он. А теперь представьте себе эту сцену. Вы стоите там, где когда-то вас погребла боль. Та же земля, где вы плакали, стала землей, где вы празднуете. Слезы, когда-то пролитые в отчаянии, теперь орошают почву вашего урожая. Вы поднимаете руки не потому, что жизнь прекрасна, а потому, что ваше сердце находится в мире. Вы поклоняетесь не потому, что все имеет смысл, а потому, что все наконец-то совпадает. Небо и земля встречаются в вашем дух, и вдруг понимаешь, ты справился. Ты пережил то, что должно было тебя уничтожить. Ты стал доказательством, что вера не подводит. И в этот момент поклонения вы услышите Бог снова шепча то, что Он говорил все это время. Теперь ты видишь, почему я ждал. Теперь ты видишь, почему я заставил тебя ждать. Ты никогда не ждал благословения, я ждал, что ты ею станешь. Вот что происходит, когда вы доверяете Бог сквозь бурю. Вот что происходит, когда сохраняешь спокойствие и вера, когда все остальные отпускают. Вот что происходит, когда ты отпускаешь свое сердце. Оставайтесь открытыми, даже если они разбиты. Вы становитесь живым доказательством того, что Бог держит свое слово.
Ты становишься доказательством того, что чудеса все еще случаются. Ты становишься светом, за которым следуют другие, когда они заблудились в собственной тьме. Так что теперь, когда люди увидят вас, они увидят не просто успех, они увидят выживание. Они увидят силу, не свойственную человеку. Они увидят милость, это невозможно объяснить. Они увидят Бог. Потому что ты не просто говорил овера, ты это прожил. Ты не просто ждал чуда, ты стал одним. И это, мой друг, высшая форма благословения. Быть сосудом, через который другие узнают Дух и Бог. Быть доказательством и обещать отражение Егослава, плод Егозавет. Вы не просто получили чудо, ты стал чудом. Ты не просто прошел испытание, ты стал свидетельством. Вот что происходит, когда никогда не считаешь Бог. Вот что происходит, когда продолжаешь верить в молчание, продолжаешь сеять в слезах, продолжаешь стоять вера. Вы становитесь доказательством небесной реальности. Ты становишься живое доказательство, что вера может быть. Это не имеет смысла, но это всегда имеет значение, только чудеса. И если вы боретесь с личными проблемами, зависимостями, сомнениями, стыдом, потерями, это сообщество создано для вас. Потому что вы не созданы для борьбы в одиночку. Вы созданы для того, чтобы быть рядом с теми, кто знает цену веры и сила милость. Вместе мы восстановим то, что было утрачено. Вместе мы войдем в избыток, что Бог обещал. Итак, после того, как вы оставите комментарий, нажмите на ссылку ниже и сделайте этот шаг. Не дайте этому огню угаснуть в завтрашней рутине. Действуйте, пока дух это волнительно. Потому что то, что начинается как щелчок, может стать вашим следующим чудом. А теперь, прежде чем мы закончим, позвольте мне напомнить вам в последний раз о том, что Бог говорит вам прямо сейчас. Если будешь веровать, увидишь славу Божию. Эти слова не были написаны для древнего мира. Они живы для вас, сегодня, прямо там, где вы находитесь. Что бы ни казалось вам мертвым в вашей жизни, какую бы мечту, отношение или возможность вы не похоронили, поверьте снова. Потому что Богон специализируется на воскрешении. Он воскрешает то, что человек объявляет совершенным. Он оживляет то, что мир забывает. И Он сделает это в тебе. Вот что происходит, когда ты остаешься верным. Вот что происходит, когда ты не позволяешь страху победить. Вот что происходит, когда ты доверяешь невидимому. Ты становишься доказательством, что дух все еще движется, что вера все еще трансформируется, что чудеса в 2025 году мы все еще дышим. Вы не смотрите историю, вы и есть эта история. И в завершении этой сессии я хочу, чтобы вы на мгновение замерли в тишине. Почувствуйте эту истину глубоко в своих сердце. Ты не один. Тебя видят. Тебя выбирают. И ты идешь под завет из избыток. Небеса уже написали твою следующую главу. Не нужно форсировать события, просто верь. И как только ты поверишь, так и увидишь. Прежде чем вы уйдете, я хочу оставить вас с этой молитвой. Отец, я благодарю Тебя за того, кто сейчас слушает. Я благодарю Тебя за их вера, даже когда бушевала буря. Благодарю Тебя за их сердце, даже когда они были тяжелы. Господь, прошу Тебя сейчас, открой свои слова в их жизни. Пусть это слово принесет плоды. Пусть их дом наполнится миром, их руки будут полны пропитания, и их дух переполнен радость. Напомните им, что чудо — это не сон, это их наследие. Напомни им, что ты еще не закончил, ты только начинаешь. И когда придет время, пусть их жизнь сияет, как доказательство твоей благости. Во имя Иисуса. Аминь. Теперь, друг мой, твоя очередь. Оставляй комментарий ниже. Я верю в славу Божию. Сделайте это заявление.
Пусть небеса увидят ваши игра в действии. И как только вы это сделаете, если готовы к следующему шагу, присоединяйтесь к нашему сообществу, ссылка ниже. Пришло время расти глубже, становиться сильнее, жить полной жизнью, Кэсбэток, это уже написано в твоей жизни. Потому что это не конец, это только начало. В следующем сеансе мы поговорим о том, как поддерживать твой чудо, как сохранить свой верогорение, когда огонь эмоций угасает, и как ходить в вечном богатстве, здоровье и цель. Вы не захотите это пропустить. А пока оставайтесь на земле, оставайтесь благодарными, оставайтесь верными. Вы видели обещать, и теперь ты будешь ходить по нему. Это не было совпадением. Это было божественное назначение. Мир.